Только сегодня написал статус на Facebook по поводу того, что в Европе замечаешь сразу огромное количество инвалидов. Они везде, они в кинотеатрах, они, конечно же, в супермаркетах, ездят на поездах, на автобусах, путешествуют, в музеи ходят. А в Украине такого нет. И иногда кажется, что в Европе очень много инвалидов. А на самом деле в Европе такое же количество инвалидов. Просто они там живут, они выживают. У них дома обязательно с лифтами. То есть инвалидов в дом без лифта не поселят. У них там пандусы, да, но это элементарщина. А вот в Украине как бы люди выживают. Не как бы, а выживают. Как растения дома. Так вот к чему я? Буквально час назад я узнал, что экс-министр здравоохранения Олег Мусий, а ныне он депутат Верховной Рады, внес интересную инициативу. Переименовать копейку, из которой состоит гривна, в рубль. И теперь будет весь мир знать, что гривна состоит из 100 рублей. Ну, если этот бред примут. Вот так вот. Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о введении исторически обоснованного наименования рубль как меньшей части денежной единицы Украины гривни. Точка. Олег Мусий обосновал это исторически. Мол, исторически вот так вот правильно. А я со своей стороны хотел бы дополнить, потому что если уже совсем уходить в историю, то исторически на Руси вещи оценивались в шкурах зверей, куниц. И назывались эти деньги кунами. Давайте куны введем. Куны, там еще всякие разные были деньги. Даже всех наименований не упомнишь. Главное, что человек, который по идее должен думать о здравоохранении, занимается очень важными вещами. Но я понимаю, возможно, он хочет унизить рубль. Тогда можно назвать общественные туалеты путинетами, к примеру. Ну да, почему? Уже так унизим, так унизим. Кого унижаем, неизвестно. Однако же достоверно известно другое, что инвалиды в Украине как выживали, так и выживают, так и выживать будут. Или не выживали, не выживают и вряд ли выживут потом. Правильными вещами занимается Олег Мусий. Молодец. Более продуктивной Верховной Рады трудно и припомнить.